Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем доброго денечка. У нас сегодня наконец-то снег наконец-то растаял, хотя вон там в углу возле забора еще немножко лежит. Вот такой апрель у нас, друзья, вот такой апрель. Сегодня плюс 9 где-то, и светит солнышко, но очень сильный холодный такой ветер. Сейчас я вам покажу, что у меня на клумбе уже с цветами немножко распускаться начало. Я уже делилась с вами фотографиями у себя в соцсетях. Вот здесь у меня нарциссики, смотрите, какие красивые. Вот здесь у меня вербейник наклевывается. Вот здесь у меня один тюльпан пророс, несмотря на то, что мыши погрызли все луковицы. И немножко вот есть первоцветов. Здесь, по-моему, гиацинты, еще какие-то, я не помню точно цветы, но вот какие-то вот наклюнулись. Когда будут цвести, увижу. Ну и также у меня наклюнулись пионы. Вот здесь уже большой росток. Вот это, кстати, алый пион. Я сажала его в прошлом году, но он не цвел. Говорят, что он несколько лет должен порасти, чтобы цветение у него началось. Но он хорошо принялся у меня здесь. И вот здесь два пиона, которые мне давала соседка, но их пока не видно. Здесь у меня белочка гуляет. Бел! И я все время отсюда гоняю, потому что она жрет мои эти зелененькие посадки цветов. Бел, ну куда отсюда? Вот я их выпустила погулять. Сегодня вечером надо будет их каплями еще обработать от клещей. Ох, какая погода, друзья, вообще. Ветер просто бешеный. На участке я пока делать ничего не могу, потому что очень холодно и очень сырая земля. Прям очень сырая. Сейчас я покажу. Вот здесь вот чесночок у меня уже наклюнулся, видите? Два ряда таких красивых. Два, как два, их на самом деле 8. Вот здесь вот, но видите, земля очень сырая, прям очень-очень сырая. И хочется, конечно, уже грядками заняться, наполнить их, золой удобрить, прополоть, убрать сухую траву. Но пока нет такой возможности. Самой первой грядкой, которой я буду заниматься, это клубника, друзья. И, скорее всего, у нас погода устаканится скоро. И я вот начну заниматься именно ей. В следующем видео буду показывать, как буду ее укрывать материалом, как буду обрабатывать эту грядку. Все будет в следующем видео, скорее всего. Вот Буся пришла. Буся, видите, у меня уже 6 ульев. До выпадения снега я успела тут еще перетащить сюда улья. Вот еще вот здесь вот у меня будет расти ремонтантная земляника. Сюда я накидаю земли еще. Вот здесь надо будет обрабатывать вот эти улья. Улья, ну как улья, это высокие грядки у меня. В прошлом году я сажала разные сорта клубники здесь. И не успела обработать осенью, короче. А вот этот улей я, наверное, отдам местному пасечнику, потому что у него очень хороший... Ну, короче, он добротный еще. Но если он его не заберет, то у меня будет 6-я грядка под клубнику. Вот. Такая история, друзья. Видите, у нас даже листики на черешне еще не наклюнулись. Сейчас пойду, значит, схожу выкинуть мусор, кое-что купить нужно в магазине. И заодно поболтаем с вами немного. Расскажу я вам, как я здесь живу. Вот черная смородина у меня уже наклевывает листочки. А вот это виноград, уже нужно заниматься его обрезкой. Я пока не начинала. Мне нужен нормальный секатор. Нужно секатор покупать. Ой, короче, дел на участке еще не в проворот. Но заниматься я не могу пока этим всем, потому что у нас дожди, то снега, то погода с бешеным ветром, вот как сейчас. Короче, полный аншлаг по полной программе. В общем, иду сейчас выкидывать мусор и в магазин. И мы с вами немножко прогуляемся по местным окрестностям. Сегодня более-менее хорошая погода.
У меня даже голос осип от холодного ветра. Вот тут Буся гуляет. Бусечка. Бусь, ты гуляешь, да? Скажи, наконец-то можно хоть по деревьям полазить немного. Скажи, мой сладкий. Сегодня буду вас от клещей обрабатывать. Вот так вот, такие дела. В общем, друзья, по пути в магазин был такой сильный бешеный ветер, что мне даже не удалось записать для вас разговорное видео, поэтому буду рассказывать вам здесь сейчас закадровым голосом. В сегодняшнем видео я вам покажу кусочек своего ремонта, который я продолжаю делать в своем доме. Пока на улице стоит такая погода, при которой я вообще ничего не могу делать на своем участке, я делаю, потихоньку занимаюсь ремонтом, да, что-то делаю, и попутно вам расскажу, как я стараюсь не выгорать от бесконечных дел в деревенском доме. Друзья, сейчас на экране вы видите кадры из 2021 года. Там я катаюсь на велосипеде по городу и его окрестностям, гуляю по торговым центрам и мечтаю о домике в деревне. В моих представлениях на тот момент домик в деревне был местом, где я наконец-то по-настоящему отдохну, где найду настоящий покой и уют, но все оказалось не настолько просто, как я себе представляла. Когда в 2023 году я купила деревенский дом, то поняла, что столкнулась с таким объемом работ, от которого мой мозг просто взрывался. Поначалу мне казалось, что я вот-вот и справлюсь со всем, но потом я поняла, что этот процесс, он бесконечный, и дела в деревенском доме никогда не закончатся. А свой отдых, покой и тишину нужно как-то себе организовывать, иначе легко выгореть от нескончаемых дел. В сегодняшнем видео я вот решила поделиться, как я стараюсь соблюдать баланс между работой и отдыхом, и какие инструменты нахожу для того, чтобы успокоить свой мозг от желания сделать все и сразу. Вот здесь вставлю ремарку, потому что многие, наверное, сейчас подумают, что я разочаровалась в деревенской жизни и так далее. Нет, друзья, я вполне рада тому, что есть у меня сейчас. Я счастлива, что у меня есть своя крыша над головой, возможность заниматься своим участком, выращивать что-то. Этому я очень рада безумно. Просто я не могла даже мечтать, что когда-то такое со мной случится, но есть ряд «но». Например, я уже 3-й год подряд делаю потихоньку ремонт в своем доме. Ну как делаю? Ну как муравьишка делаю. Что-то по чуть-чуть, совсем по чуть-чуть, потому что в 1-й год я занималась исключительно коммуникациями в доме, проводила в него газ, ремонтировала отопительную систему, сделала в нем 15-киловаттное электричество, вставила новые окна, вставила двери, сделала новое крыльцо, на участке много чего сделала, очень много было выпилено деревьев, частично отремонтировала забор, также организовала себе небольшой огород практически с нуля, потому что когда я купила участок, там была буквально целина, и мне пришлось делать грядки самой. И вот уже 3-й год подряд я пытаюсь покрасить стены в доме в белый цвет. Пока у меня готова только спальня. Там все выкрашено в белый, положен белый линолеум, все как я хотела, все как я мечтала. Даже поставила себе туда деревянную кровать с ортопедическим матрасом, о которых я мечтала давно. Об этом я подробно рассказываю в отдельном видео. Если хотите, посмотрите, зайдите. Ну а остальная часть дома у меня нуждается в большом-большом ремонте. Я вообще молчу о кухне пока, потому что там вообще швах. В общем, что я хотела сказать. Первое, что я поняла, когда начала обустраивать свой дом, это то, что невозможно успеть все. Но можно успеть главное. Например, самым главным в 1-й год для меня было завести газ в дом, отремонтировать отопительную систему и завести 15-киловаттное электричество, что я, собственно, и сделала. Поэтому каждый год я выбираю 2-3 каких-то самых главных дела, которые вот не терпят отлагательств, которые нужно обязательно сделать.
сделать и стараюсь их сделать в этот год. Но остальное все по ходу. Вот ремонт у меня такое, знаете, вялотекущее какое-то дело, оно не требует срочности, и как бы поэтому ремонта-то у меня до сих пор и нет в доме нормального. Вторая важная вещь, которую я для себя поняла, это то, что мне не нужно браться за те дела, которые мне не по силам, потому что от этого у меня страдает здоровье. И поскольку я живу одна, то я для себя решила так, что я лучше заработаю денег и потом найму мастеров, которые профессионально все сделают, и мое здоровье от этого не пострадает, и будет сделано все намного лучше, чем если бы я сама что-то делала, да. Ну, а если денег пока не удается заработать на то, что мне нужно сделать, я просто это дело откладываю в долгий ящик, скажем так, если оно не требует срочности какой-то. Третья важная вещь, которую я для себя поняла, это то, что нужно следить за своим состоянием. Если я, например, очень сильно устала, если у меня вообще нет никакого ресурса что-либо делать, то я даю себе паузу. Я даю себе возможность отдохнуть, тупануть, почилить, забросить все и просто отпустить на волю, так сказать, себя и пойти куда-нибудь погулять или вообще просто полежать на кровати с книжкой, просто повязать, посмотреть фильм и так далее. Проще говоря, даю своему мозгу просто возможность отключиться, мозгу и телу, да, чтобы была возможность восполнить свой ресурс. Это обязательное мероприятие, друзья. Так, друзья, у меня сейчас в планах наконец-то повесить вот такие же карнизы для штор на вот это вот окошко-нишу, да, которая забаррикадирована. Пока я, видите, его никак не обустроила. Здесь я хочу сделать полочки, и будет небольшой такой нишевый шкафчик у меня со временем. Но пока у меня нет на это на все время и ресурсов, я все-таки повешу сюда карниз и занавесочку, которую я сейчас вяжу. По крайней мере, более-менее приглядно это будет смотреться, чтобы вот закрыть вот эту вот фанеру. В прошлый раз вот эти карнизы мне вешал электрик, потому что я не смогла сюда загнать саморезы. У меня дом сделан из сосновых брусьев, и они со временем просто окаменели, то есть это окаменелое дерево. И вогнать сюда саморез – это целая проблема, друзья. И сил у меня не хватает, но в прошлых видео вы мне подсказывали, что чтобы вогнать саморез вот в такое плотное дерево, нужно сначала просверлить сверлом небольшую такую дырочку, да, и потом уже саморез загнать туда. А помогать сегодня в этом непростом деле мне будет бесщеточная дрель-шуруповерт на аккумуляторах от компании Рокодил. У меня уже был шуруповерт, но, видимо, он был слабенький, поэтому не получалось вгонять саморезы в дерево. Шуруповерт от компании Рокодил же оснащен более мощными аккумуляторами и бесщеточным неубиваемым двигателем, который на 30% мощнее щеточных. В комплекте у него идут два аккумулятора на 16 Вт, но можно взять и помощнее, даже есть 20 и 21 Вт. В руке его держать достаточно удобно, у него прорезиненная ручка, есть фонарик, есть вот такая зарядка также в комплекте для аккумуляторов. И что меня особенно порадовало, тут в комплекте есть целый набор универсальных бит, 18 штук, и 6 штук сверл по дереву и по металлу. Этот шуруповерт, кстати, также имеет систему охлаждения, и он не перегревается, а также у него большая выносливость. Он способен выдерживать целых 8 часов активной работы. А еще он оснащен быстросъемным патроном, который легко снимается, и туда можно вставить какую-нибудь биту, она на магнит прикрепляется вот так вот. Очень быстро, за 1 секунду можно менять любую оснастку. Такой удобной опции, кстати, я не видела ни на одном шуруповерте. Так, ну что, посмотрим, как этот красавчик справится с моими каменными стенами деревянными. Смотрите, как он жужжит. Карниз, кстати, я вешаю точно такой же, который вешала на 2 предыдущих окна, поэтому я предварительно там сняла замеры и сделала замеры вот здесь на этом окошке, точно такие же. Но когда я приложила этот карниз к этому окну, выяснилось, что что-то там не так, криво-косо, поэтому я сначала пометила карандашом, где должны быть дырочки, чтобы его прикрутить, сделала вот эти отверстия, но на второй части опять что-то там пошло не так.
В общем, мне пришлось присаживать этот карниз на двусторонний скотч, чтобы он более-менее держался, не крутился, и мне было удобно его прикручивать, потому что он раздвижной, постоянно вертится, крутится. В общем, двумя руками это было очень сложно делать. Вот если бы кто-то мне помогал, еще поддерживал его, конечно, было бы намного проще. Пришлось изгаляться, вот как есть. Но шуруповерт, конечно, очень мощный, я очень удивилась. Он легко справился с моими каменными деревянными стенами. Так, ну что, друзья, силами моего нового шуруповерта у меня все-таки получилось привинтить к этому каменному дереву, к этим каменным стенам мой карниз новый. Ух, я, конечно, попотела, но благодаря вот этому красавчику все стало более чем реально. Вот, всем рекомендую, он намного мощнее того, что был у меня. Ссылку на него я оставлю вам под этим видео. Обязательно пройдите и купите себе такой же, потому что производитель дает на него гарантию целых 5 лет. Так, друзья, я продолжаю вязать свою занавеску. Я уже на финишной прямой, можно сказать. Но здесь где-то половина или чуть больше половины уже мной связана. Вяжу ее из очень тонкой нити, мерсеризованный хлопок. Видите, крючок номер 2 использую. То есть это очень кропотливая работа. И вяжу ее по той причине, я напомню, да, что у меня осталась хлопковая пряжа с прошлых времен, когда я еще на заказ вязала вещи. И я подумала, почему она вот у меня без дела лежит, и решила сделать из нее занавесочку. В общем-то, получается круто, но дело в том, что связано здесь, ну, может быть, чуть больше половины. А эта пряжа у меня уже закончилась как бы. То есть ее не хватило, наверное, придется докупать. Сейчас я ее померяю, повешу вот на этот нишевый шкафчик, да, свой. Вот я уже здесь приготовила вот такие колечки, на что ее вешать. Повесила карниз. И буду сейчас примерять, да, может быть, не надо ничего довязывать. Сейчас посмотрим. Ну вот, друзья, собственно, что у меня вырисовывается. Уже хочется даже стену белым покрасить уже эту, но я пока еще временю с ней, потому что у меня есть надежда еще отшелушить ее до оливкового цвета. Вот, но делаю потихоньку то, что могу. Ну вот могу занавесочку вязать, пока вяжу занавесочку. Ну, смотрите, не хватает. Ну, где-то одной трети еще не хватает. Мне вообще думалось, что где-то половину нужно будет еще вязать. 1/3 не хватает, придется докупать пряжу. Вот на это у меня, кстати, ушло, наверное, мотков 5 или 6, вот на эту часть. Но в целом мне очень нравится, такая интересная затея, да, смотрите, какой рисунок я выбрала классный, смотрится прикольно, очень ажурненько. Еще мне нравится вот эта вот корона над карнизом, очень интересно она так смотрится. Покрашу я потом еще темно-зеленым, когда уже в белый будут покрашены эти, или коричневым. Но, в общем, я пока еще не решила. Вообще я хотела вот такую занавеску вешать на основные окна. Но потом я поняла, что у меня же кошки все время прыгают на основное окно. И они постоянно ее будут задевать, делать затяжки. Поэтому я сюда намеренно не вешаю никаких тюлей. Потому что уже были эксцессы, когда у меня кошки висели на тюле, опрокидывали ее, сдирали. Вот, и я думаю, эту занавесочку тоже ждала бы такая участь аналогичная, поэтому сюда я вешаю только шторы, блэкаут. Вот. И благодаря тому, что тюлей, кстати, нет на моих окнах, света в доме намного больше. То есть мне это очень нравится, поэтому я сюда не вешаю никаких тюлей. Но в целом она такая, знаете, если даже ее на основное окно повесить, она все равно будет полупрозрачная, да, поэтому чисто ради украшения, как говорится. Чисто ради него. И такую же занавеску, кстати, мне кажется, можно связать на печку. Ну, не такую же, но, может быть, аналогичную. Цвет мне очень нравится. Как вам, друзья? Но с наступлением садово-огородных работ, я не знаю, насколько быстро будет продвигаться довязывание ее. Но в конечном итоге, я думаю, когда-нибудь я ее все-таки довяжу и покажу вам конечный результат. Вот, ну а пока так, пускай пока так. Слушайте, снимать ее вообще не хочется отсюда, прям оставлю пока. Буду прям вот здесь садиться в кресло и вязать вот так вот, или стоя. Что-то типа этого. Вот. Напишите, кстати, понравился вам такой рисунок, я его очень долго выбирала. Еще я сейчас сижу, отдыхаю и думаю, какую бы мне занавесочку придумать на печку.
С одной стороны, она вроде как перекликаться будет с основными занавесками на окнах, если зеленую оставить, да. Ну, тоже такой же, например, купить две вот таких вот еще и повесить их сюда. А с другой стороны, я думаю, белая, наверное, бы смотрелась интереснее. Белая, ажурная. И я подумываю, а не связать ли мне еще одну белую, и она будет перекликаться с той, что в нишевом шкафчике будет висеть. Короче, сижу и думаю. Теперь нужно искать пряжу на вот эту вот занавеску для печи. Наверное, она будет гораздо аккуратнее смотреться, чем вот этот плед. В общем, друзья, время 9 час вечера. Я устала, у меня ноги болят. Но нужно второй слой краски положить, иначе я не засну. Сказала я так на камеру, друзья. Пошла прилечь на кровать на 5 минут буквально отдохнуть, чтобы потом продолжить красить эту стену. Ну, ждала, пока вот этот первый слой просохнет краски на стене. И в итоге проснулась на утро в своей кровати в одежде, в фартуке. Вот так вот, друзья. Иногда мой мозг очень сложно успокоить. Еще одна сложность заключается в том, что работаю я удаленно, и мне очень сложно разделить свой быт и удаленную работу. Как бы у меня все сливается в одно единое целое, и порой я забываю, когда нужно отдохнуть все-таки, и поэтому случаются такие эксцессы, когда я вдруг оказываюсь утром на своей кровати в какой-то рабочей одежде. В общем, друзья, на следующий день я продолжила свои покрасочные работы и сама не помню как перешла на печку со стен. Давно я хотела покрасить вот этот ободок в белый цвет у нее. И пока была кисточка под рукой, я скорее это дело сделала, а то потом забуду и вообще лень будет доставать краску. Так, друзья, ну вот, в общем-то, что у меня получилось. Вот с этой стеной что получилось. И печку я немножко облагородила. Вот здесь вот эту кайму ей белую покрасила белым цветом. Немножко освежила проем для закладки хлеба. Там хлеб выпекают. Вот здесь вот чистят печь. Дымоход у нее чистят. Я тоже эту штучку покрасила. И ободок уже жерла освежила белым цветом. Ну и вот здесь вот новую кайму я поклеила. Помните, да, предыдущая у меня была такая, что я поверх нее краской красила, но сейчас все сделала наоборот. Вот здесь аккуратненько сделала после того, как покрасила нижний венец. Вот, в общем-то, что у меня получилось. Вот этот угол я планирую что-то с ним сделать. Я не знаю, может быть, какой-то светильник или декорацию какую-то сюда поставлю, чтобы вот эта щель не бросалась в глаза. А что касается вот этих щелей между бревнами, да, между бревнами, видите, пакли много. Я и так сверху немножко покрасила, но все равно это не очень красиво смотрится. Когда я покрашу все стены, когда все во всем доме у меня будут белые стены. Вот видите, здесь еще синяя стена, вот здесь еще синие стены. В общем, когда я все синие стены уберу, когда они будут все белые, я куплю специальную шпаклевку белую и уже буду заниматься вот этими непосредственно щелями, чтобы это смотрелось более красиво, да, а не так вот. Но это будет другой этап моего ремонта, скажем так. Пока первый этап я потихоньку крашу стены, потихоньку крашу, и очень много планов у меня на этот год, что сделать по ремонту. Не знаю, как по деньгам получится и что удастся реализовать, но вот как-то потихоньку что-то делаю, и вот такая история получается. Ой, смотрите, мои кисики спят. В общем, пока я красила, я, конечно, старалась стелить на пол что-то, но все равно он немножко замызган.
скажем так. Поэтому я сейчас буду оттирать весь ламинат пылесосом. А пока так. И вот сюда на печку я хочу сделать вязаную занавеску, чтобы ширма была вязаная, была белая красивая ширма, а не вот это вот не пойми что. Пока вот сюда не смотрим, смотрим только сюда. Краска у меня от Aturi Design Classic, глубоко матовая. Я уже ее показывала в своих видео, да. Краски Aturi Design, вот такая приятная матовая текстура, я прям кайфую от нее. Она действительно глубоко матовая. Вот я еще вспышку включила вам, чтобы показать. Вот такая вот, это в 2 слоя здесь. Друзья, еще хочу с вами поделиться тем, как я решаю свои проблемы с балансом между работой и бытом. На меня тут что-то напало, я не знаю, что со мной случилось. Я очнулась только, когда купила все эти книги. Я почему-то ни разу не видела книг от корейских писателей, от корейских авторов. Дело в том, что я очень люблю смотреть корейские дорамы. Там порой встречаются такие сложные, психологические, интересные сюжеты, раскрывающие те или иные грани нашей жизни. Вот. И тут вдруг я на Wildberries нахожу книги корейских писателей, причем тут есть некоторые лауреаты там с какими-то наградами. Почитала я, значит, название этих книг и поняла, что я хочу все книги прочитать. Правда, не знаю, когда я их буду читать. В общем, я сейчас вам покажу обновки свои по книгам, которые я еще пока не читала, но в предвкушении чтения. Значит, вот эта вот первая книга, это, кстати, наш российский писатель, писательница Таша Муляр, она же и блогер, кстати. В общем, сюжет вот этой книги «Найти Аглавру» от Таши Муляр в том, что там девушка блог ведет свой, то есть очень похожая ситуация с моей. Там девушка ведет блог и встречает зависть по отношению к себе. И вообще там много интересных таких фишек, которые для меня вот сейчас актуальны. Вот эту книгу мне очень хочется прочитать, потому что здесь такой замысловатый сюжет психологический про зависть. Вот прям очень хочу почитать. Обязательно почитаю, поделюсь с вами впечатлениями от этой книги. Следующая книга, это уже вот от корейского писателя. Сегодня я сделаю перерыв. Уже одно только название для меня прям вот как спасительная капля в пустыне. Вот здесь прям написано: иногда нужно остановиться, заглянуть в себя и понять, чего хочется на самом деле. Вообще очень такие вот интересные темы эти корейские писатели затрагивают. В общем, вот здесь в аннотации написано: когда мы бежим, то будто теряем связь с реальностью. Не видим, как растут дети, стареют родители, уходят люди, но главное, не замечаем себя. Сегодня я сделаю перерыв. Это 82 послания для тех, кто поставил свою жизнь на автопилот, вечно откладывает себя на потом и каждый день твердит: мне некогда отдыхать, жить, любить, радоваться и мечтать. Эта книга предлагает вам заземлиться на мгновение и вспомнить о том, что вы живы, вы есть. Она учит расслабляться, тормозить бесконечный поток мыслей в голове, отпускать то, что больше не радует и не греет. А еще эта книга показывает другую дорогу к себе. Вообще вот классная аннотация, да. И следующая книга, которую я хочу прочитать, тоже от корейского писателя, «Я хочу жить в своем темпе». Вы понимаете, какие названия корейцы придумывают книгам? Но их невозможно не купить ради одного только названия. И вот здесь человек пишет, что я понял, пока я бежал за чужими мечтами. Тоже аннотация вот интересная. Когда общество поощряет переработки и конкуренцию, агитирует скорее искать вторую половинку и даже показывает, как обустроить квартиру всем на зависть, выгореть от мысли, что ты недостаточно хорош, проще простого. В этом целительном сборнике эссе Хаван делится инсайтами, которые его посетили за все то время, пока он гнался за чужими целями, успешным успехом и одобрением окружающих. Он считает, что иногда нужно выйти из гонки, и это не будет означать, что ты сдался. Иногда нужно отпускать мечты, которым не суждено сбыться, и не винить себя при этом. Иногда нужно потерять смысл жизни, чтобы сделать паузу и переосмыслить. Эта книга целительного принятия даст вам разрешение ошибаться и двигаться по жизни в своем темпе, потому что стремление быть идеальным приносит много боли, а признание и право на свою скорость делает вашу жизнь особенной и по-настоящему уникальной. Классная аннотация, да? Вот, я хочу жить в своем темпе. Сделаю сегодня перерыв.
Прикиньте, вот просто вот даже мимо книжной полки, когда проходишь, читаешь эти названия, и сразу, опа, вспоминаешь обо всем, да. Следующие книги, они более такие художественные, наверное, чем психологические. Хотя вот это вот более про психологию, наверное. «Дом внутри нас. 8 ключиков к спокойной жизни». Значит, о чем эта книга? Тепло от чашки чая, запах лаванды, от арома свеч, шорох опавших листьев – все это помогает нам погрузиться в себя и обрести внутренний покой. Замедляясь, прислушиваясь к своим эмоциям и сосредоточиваясь на маленьких радостях жизни, мы приобретаем больше свободы в мире вечной спешки, суеты и гонки за мнимыми достижениями. Концепция маленького дома подразумевает место в нашей душе, где мы найдем понимание, утешение, любовь, заботу, сострадание, которых не хватает в жизни от близких и друзей. Обретая таким образом внутреннюю гармонию, мы учимся выстраивать границы, заботиться о себе, ставить в приоритет свои чувства и желания. Откройте дверцу в свой маленький внутренний дом с помощью 8 ключей. И вот здесь написано, что, имея большой опыт в преподавании йоги, авторы решили написать о собственном понимании гармонии с собой в 8-этапной авторской методике. Ну, в общем, авторы здесь очень долго занимаются йогой, а йога, это, знаете, это не только физические упражнения, это в первую очередь работа со своим ментальным состоянием, психологическим, да. Вот меня подкупило то, что эти авторы занимаются йогой, я тоже преподаватель йоги, и я понимаю, о чем они пишут. Тоже с вами, кстати, поделюсь, если когда-нибудь прочитаю эту книгу, если найду время на нее. Но я надеюсь, что найду зимой, например. А вот еще 2 книжки, такие они интересные. Здесь одна называется «Галерея на тихом холме». Здесь написано, что это роман лауреат международной литературной премии. Здесь тоже автор кореец, кстати. И вот что написано здесь про нее. После 6 лет безуспешных поисков себя Хасу неожиданно получает предложение работать в загадочной галерее «Рандеву», спрятанной на тихом холме в центре Сеула. В этой галерее нет очередей посетителей. Здесь не выставляют шедевры известных мастеров, только одну работу, созданную по истории случайного посетителя. Но искусство здесь оживает. Старый велосипед говорит голосом из прошлого. Дождь льется прямо с потолка, а стены показывают чужие воспоминания, будто кино. В книге для гостей любой может оставить свою историю, и если она тронет сердце таинственного художника, он превратит ее в новый экспонат. Хасу встречает в рандеву старика, потерявшего молодость, гангстера, исщущего искупления, певицу без голоса. Слушая их, он начинает наконец слышать самого себя. Но кто тот загадочный художник, чьи работы способны исцелять души? И готов ли Хасу увидеть в этой галерее собственное отражение? Тоже интересная книга, она хоть и художественная, но она тоже с психологической такой ноткой. И я вот это вот увидела ее, тоже почему-то захотелось ее прочитать. И вот эта еще книга «Черный кот предлагает сделку». Здесь еще такая картинка, кошка, девушка тут что-то сажает. Вот что здесь написано, кстати, моего любимого цвета книга. «Не пугайся, я всего лишь дьявол», — говорит черный кот 15-летнему ученину, «и у меня сегодня выходной». С этого момента жизнь обычного школьника, живущего за чертой бедности, превращается в череду странных чудес. Кот-дьявол утверждает, что просто хочет немного отдохнуть от своей вечной работы и благодарность исполняет любые просьбы мальчика. Но чем больше желаний сбывается, тем заметнее становится. Чудеса меняют не только жизнь ученина, но и сам мир вокруг. Что-то исчезает, ломается, рушится, и тогда мальчик начинает понимать, что цена сделки может оказаться выше, чем он думал. Черный кот предлагает сделку. Это мистическая притча о взрослении, соблазне и выборе, о том, как легко поверить в чудо и как трудно остаться с собой, когда дьявол вокруг становится твоим единственным другом. Ну, в общем, тоже интересная книга с психологической ноткой, но художественная. А вот эту книгу, кстати, друзья, я все никак не дочитаю. Я ее начала читать. В принципе, она такая, знаете, достаточно интересная. Вот сейчас я покажу. Вот здесь вот я, наверное, 1/10 часть ее прочитала пока только. Здесь рассказы про святых, которые встречаются одному монаху в монастыре. Скажем так, ну не о святых, а о необычных людях, которые находятся в монастырях. О старцах Псково-Печорского монастыря здесь написано. И пишет эту книгу не простой человек, это митрополит Тихон ее написал.
Вот, в общем, достаточно интересная для тех людей, которые не только религией увлекаются, да, она не столько религиозная, эта книга, она скорее показывает о том, что наш мир, он гораздо более шире наших представлений о нем, да, и то, что некоторые вещи, они вообще, в принципе, не вписываются в религиозные какие-то догмы, верования, учения и так далее. И что примечательно, эта книга, она написана-то тоже человеком, который принял священство, как бы, да. Здесь, кстати, есть фотографии вот этих старцев, которые обладают нетривиальными, необычными способностями, скажем так. И как история она сохранила в себе жизнеописания различных людей, о которых мы, может быть, даже никогда бы не узнали, а узнали только благодаря этой книге. Вот, я продолжаю ее читать, насколько у меня хватает времени. И я не знаю, когда это все буду читать, но библиотека моя пополнилась вот такими книжечками. Я с вами поделилась. Друзья, поделитесь, а как вы стараетесь все успеть, как вы балансируете между отдыхом и работой. Мне тоже будет интересно почитать. У нас, короче, чужие коты устроили кошачьи бои. Кошмар какой звук. Это папа Бакс, папа котят, дерется с каким-то чужим котом на нашей территории. Хотя оба здесь, как бы это не их территория, это Васина территория. Но они, видите, ругаются. Эй, ну-ка пошли! Брысь! Брысь! Бакс пошел! Устроили меня тут. Ты смотри, какие. Васька на вас не хватает. О, Бакс пошел в освояси. И ты иди, ну-ка, брысь! Ну а на сегодня и все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.